Привет, меня зовут Андрей. Свое утро я обязательно начинаю с пробуждения, но важно заснять это со стороны, иначе его и не было. Обязательно нужно выложить пару сториз своих мыслей. Мои подписчики обязательно оценят и нажмут сердечко. Важно посмотреть сторисы своих знакомых и пролистать пару десятков рилс про мотивацию и успех. Откуда у него деньги на Мальдивы? Вечером я пойду в зал. Нужно сделать пару историй о том, как я начал свой спортивный путь и захотел измениться. Воу, сколько нужно времени, чтобы так накачаться. А позже я обязан снять пару рилс. Нужно же снимать тренды, чтобы подписчики росли. Да почему не залетает-то? А может, хватит? Инстаграм стал настолько важным социальным конструктом, что мы не заметили, как он нас изменил. В начальном скетче я показал не свою жизнь. Я не делаю рилсы, не снимаю сторис для того, чтобы набрать аудиторию. Но вы наверняка узнали некоторых своих знакомых или даже себя. Инстаграм появился аж в 2010 году, но он был не тем, каким мы его сейчас знаем. Поначалу туда можно было грузить фотки небольшого разрешения, не было сторис, не было возможности грузить видео. Я бы даже назвал это абсолютно другим приложением. Целью создателей было сделать цифровой публичный фотоальбом, где люди могут выгружать свои фото и рассказывать о своих планах. Поначалу так и было, но через 2 года Мета, на тот момент Facebook, выкупает у авторов Instagram и забирает его под свое крыло. Первые несколько лет после покупки Instagram еще сохранял старые вайбы и изначальную идею. Появилась возможность отмечать друзей, повысили качество загрузки фото и добавили возможность загрузить видео сначала до 6 секунд, а потом и до 15. Но в августе 2016 года Instagram вводит то самое обновление, которое изменило все. Это были Stories. Помните этот момент? Никто первое время не понимал, что с этим делать. Stories и Stories, те же фотки и видео, но исчезающие через 24 часа. Помню, я на тот момент задумался, что это будет идеальный инструмент для публикации рекламных видеороликов. Потому что я сам занимался созданием видео для бизнеса. Однако для обычных людей я не видел пользы вообще никакой. Я очень сильно ошибался. В этот же год повыходило множество обновлений. От умной ленты с рекомендациями до карусели, то есть возможностью добавлять до 10 фото в пост. И именно с этого момента можно начинать историю, когда Instagram превратился из обычного приложения в настоящий культ для разных людей. Я специально упростил историю об Инстаграме, потому что ролик не об этом. Все, что вам нужно знать, это то, что Инстаграмом долгое время владеет компания Мета, бывшая Facebook, а Марк Цукерберг, владелец Мета, попадал в громкие скандалы, один из которых это слежка за пользователями. Если говорить про ранний Инстаграм, он мне очень нравился. Было в нем что-то душевное и простое. Никто не парился, выгрузил фотку, написал пару слов и готово. И воспринимался он как большой публичный цифровой фотоальбом. Сейчас выложить фотку без поста со смыслом – это какое-то преступление. Начнем с самой явной проблемы, которую создал Инстаграм. Это про казаться, а не быть. Инста стала идеальной платформой для того, чтобы показывать, как ты живешь, сколько у тебя денег и насколько ты успешен. Фотографии с отпуска, видео с дорогой машины или фото с отмеченной звездой в сторис – это сильный сигнал всем своим подписчикам о том, какой ты успешный. А люди так устроены, что невольно начинают себя сравнивать и оценивать. А почему у меня не так? А когда я полечу на Бали? Почему ему так повезло? И неважно, какого вы темперамента. Практически все чувствуют на этом фоне дискомфорт. Кто-то больше, кто-то меньше, но мы постоянно сравниваем себя со всеми. С самого детского сада, когда выясняем, у кого папа круче или игрушка дороже. Нам это свойственно, и это нормально. Но именно Инстаграм стал усилителем этого эффекта. Ваш профиль в Инсте – это как визитная карточка, по которой можно сделать вывод о человеке. Зашел, быстро пробежался и понял, что человек из себя представляет, понял его социальный статус и чем он занимается. Психолог Александр Бродский на своем канале сказал очень хорошую фразу. Я вообще готов уже объявлять какую-то личную войну социальным сетям. Инстаграм, да? Вот просто сеть социальной лжи. И я полностью с этим согласен. Ведь создать иллюзию, что у тебя все хорошо и идеально, несложно. Заказал фотографа, провел фотосессию, снял тачку дорогую в аренду, слетал в Турцию по дешевым билетам, и вот тебе лухари лайф. Главное, говори об этом часто и так, словно это для тебя обыденность. Но люди почему-то про это забывают и принимают такую жизнь за чистую монету. Из-за этого появляется ощущение собственной неполноценности, появляется беспричинная тревога, а вот из-за этого может появиться куда более серьезные проблемы, такие как депрессия, РПП, безработица, да и в целом ухудшится качество жизни.
Вообще, BBC выпустил очень интересный фильм на эту тему. Крайне советую к просмотру. Если коротко, то бывшая сотрудница Facebook слила информацию о том, как Instagram провоцирует культ нелюбви к своему телу и самоповреждение у подрастающего поколения. Плюс то, как создание масок и фильтров спровоцировало нелюбовь к своей внешности и постоянной оценки. В конечном итоге Instagram был полностью сфокусирован на своем росте. Ему было плевать на то, как соцсеть влияет на людей. После моего видео советую посмотреть полный выпуск, ссылку оставлю в описании. Королевское общество общественного здоровья и Движение за здоровье молодежи провели исследование, в котором приняло участие 1479 человек в возрасте от 14 до 24 лет. Опрос показал, что наибольшую опасность представляет приложение Instagram. Его активное использование вело к усилению тревоги, ухудшению сна и появлению чувства собственной несостоятельности. Всего Instagram получил резко негативные оценки по 7 показателям. Занятно, что второе почетное место досталось Snapchat. Сами ученые видят в этом прямую взаимосвязь, так как оба ресурса заточены под изображение, что заставляет человека чувствовать себя неполноценным при просмотре фотографий других людей. В исследовании популярного журнала о нервных и психических заболеваниях был проведен опрос среди женщин, пользователей Instagram в возрасте от 18 до 35 лет. Исследование показало, что взаимосвязь между частотой использования Instagram и депрессивными симптомами, самооценкой и неупорядоченным отношением к еде полностью совпадает к социальному сравнению в Instagram. Да, это может звучать немного скучно, но если коротко, то в целом наблюдается связь между пользованием Инстаграмом и нарушением психического здоровья. Вообще, при поиске информации я нашел очень много исследований на эту тему. Например, Международный журнал междисциплинарных исследований утверждает, что чрезмерное использование Instagram может усугублять такие проблемы, как депрессия, бедность, безработица и злоупотребление наркотиками. Скорее всего, речь идет про долгосрочные последствия, когда, например, из-за депрессии, которую вызвал тебе Instagram, спустя 5 лет ты уходишь во все тяжкие. Но стоит понимать, что большинство этих исследований из Европы и США. У нас все же другой менталитет. И да, вроде все правильно. Но из-за этого у нас появились свои проблемы в Инстаграме, которых на Западе нет. Первое и наиболее явное – это инфо-цыганство. Все мы понимаем, про кого это речь. Множество спикеров, коучей, продавцов успешного успеха, которые впаривают очередной курс за пару тысяч рублей – это в основном наша история. За рубежом они тоже есть, но не в таком количестве, и Инстаграм для них не основная платформа. У нас же в период с 19 по 22 год это был целый феномен, который крайне сильно повлиял на людей. Схема проста. Вот есть успешная девушка. Она хорошо зарабатывает, летает каждую неделю за границу, всеми силами показывает свою успешную жизнь. И у тебя начинает появляться желание, что ты хочешь так же. И этот блогер тебе говорит: хочешь жить так же, как я? Купи мой курс, и ты станешь. Люди покупают, проходят этот курс, понимают, что это просто набор статей из Гугла и с недоумением смотрят на ситуацию со стороны, мол, как я могла на это повестись? Богатой и успешной ты не стала, только получила еще больше неудовлетворения своей жизнью, и так по кругу, курс за курсом. На ютубе куча разоблачений на эту тему. Каждого коуча уже по 3 раза прополоскали. Мне не интересен формат разоблачений, мне интересно это как феномен. Почему такая большая масса людей несет свои деньги этим экспертам? А ответ прост. Человек недоволен своей жизнью. Он хочет ее поменять и готов за это заплатить и приложить некоторые усилия. К тому же блогер показывает на своем примере, как у него получилось. По факту опуская большую часть правдивой информации и рассказывая только то, что выгодно. Эпоха инфо-цыганства спровоцировала множество ментальных проблем у людей. Например, это неуверенность в себе и неуверенность в завтрашнем дне. Вместе с этим бонусом добавилась и тревожность. Откуда информация? Все просто. В 90-е в США уже такое происходило. Так называемая эпоха расцвета коучинга. Когда людям обещали разбогатеть и сделать свою жизнь лучше. Нужно было лишь купить билет на мероприятие. Аналог нашей бизнес-молодости. В конечном счете почти никто не становился богатым и успешным. Люди тратили много денег, закладывали дома и квартиры, чтобы попасть на личное наставничество и получали ментальные проблемы, которые я перечислил выше. Получается, к нам это пришло позже и в онлайн-формате. Только вот масштаб куда более крупный, и думаю, из-за этого последствия куда серьезнее. Вторая проблема – Reels. До этой функции Instagram почти никак не продвигал молодые аккаунты. Система продвижения, в общем-то, была никакая. Короткие видео пришли из ТикТока, который долгое время уже был лидером в чартах приложений. И добавлением такой функции был лишь вопросом времени. Но после ее добавления что-то пошло не по плану. Вначале люди делали примерно то же самое, что и в ТикТок. Смешные видео, гайды, танцы, скетчи.
Но спустя некоторое время характерным для Инстаграма стал контент для успешных и самоосознанных. Тех, кто встает в 6 утра, занимается спортом, живет полной жизнью и вообще кайфует от каждого своего действия. Reels еще сильнее усилил проблему самооценки у пользователей и добавил к этому новую. Надо снимать Reels. Марафоны по Reels каждый день. Нужно снять Reels, нужно набрать аудиторию. Reels. Тонны экспертов по тому, как нужно снимать эти самые Reels. Reels-мейкеры. В какой-то момент у многих лента превратилась про то, как делать эти самые Reels. Даже у меня, у человека, который этим совсем не интересуется, все равно вся лента была в них. И в этот момент Инста разбилась на два лагеря. Первые те, кто смог набрать аудиторию, и их видео стали набирать сотни тысяч просмотров. И те, кто потратил на эти рилсы годы и так не смог оторваться от мертвой точки. Проблема первых была в том, что самомнение у этих людей раздулось до невероятных масштабов. Я лично был знаком с парнями и девушками на Бали, которые набрали 100 тысяч в Инстаграме за счет рилсов и стали богами, по их мнению. Но они не понимают ценность этих цифр. Я проводил небольшое рассуждение на эту тему в своем телеграм-канале. Ссылка, кстати, будет в описании. Подписчики первыми узнают о новых видео, мы там общаемся, обсуждаем новый выпуск, поэтому подписывайся. Так вот, я проводил небольшое исследование, и так как я видеопроизводствую очень давно, выяснил, что 100 тысяч просмотров в Reels по качеству то же самое, как 10 тысяч просмотров на большом YouTube, то есть не Shorts. Примерно 1 к 10. По сути, если ваш Reels набирает 500 000 просмотров, казалось бы, очень большие цифры, по качеству это то же самое, как 50 тысяч просмотров на обычном YouTube. То есть не так уж и много. А давайте заглянем в YouTube студию. Что нам там пишут? Так. Монетизация YouTube доступна в двух случаях. Нужно набрать 1000 подписчиков и 4000 часов просмотров. Это примерно 45 тысяч просмотров с удержанием около 5 минут. Или 1000 подписчиков и 10 миллионов просмотров Shorts. То есть YouTube прямым текстом говорит, что вертикальные видео ценятся в 200 раз меньше горизонтальных. Поэтому, ребят, когда у вас много просмотров Reels, проанализируйте качество этих просмотров. Ценность просмотра – это очень важный показатель. К тому же у многих авторов проблема. Они выгружают одно видео, оно стреляет, а 10 следующих нет. Это тоже отдельный прикол Инстаграма. Второй тип людей – это те, которые снимали годами и толку не было. Можно сколько угодно рассуждать на тему того, что они делали что-то неправильно. Но после такого опыта желание этим заниматься отпадает до нуля. Люди чувствуют себя ненужными, потому что алгоритмы Инсты их не заметили и не продвинули. Я лично был свидетелем такого, и я вам скажу, это не самый приятный опыт. Вообще, про влияние коротких видео на нас я делал большое видео, которое доступно у меня на канале. Обязательно посмотри, оно последнее и очень интересное. И третье. Это эпоха гиперпродуктивности. Инстаграм заставил нас делать то, что мы не особо хотим, да и обычно не делаем. Например, да, он может заставить нас пойти в спортзал и начать тренироваться. Но как только мы сделаем из этого сторитейл, наше хождение в зал закончится. И мы сделаем еще 5 сторис о том, как ты бросил ходить в зал и так по кругу. Значит, это какое-то полезное действие. Ты себя похвалил. Сделали из этого целую историю и благополучно забили. Один из основных выводов социальной психологии состоит в том, что чем больше человек работает над достижением цели, тем выше он ее оценивает. Эта тенденция, известная как оправдание усилий, возникает даже тогда, когда задача не имеет смысла. И чем больше усилий требуется от человека, тем больше он чувствует себя обязанным эти усилия прилагать и рационализировать их. Это как раз о том, как инстаграмщики разбивают самые простые действия, типа сходить в спортзал на 1 000 000 сторисов, и превращают маленькую задачу в кучу шагов, от чего создается впечатление того, что они ультра работают над собой и делают кучу всего. Так же касается и всего остального. Я думаю, термины гиперпродуктивность и самоосознанность вам понятны. Проснулся утром, записал мысли в дневник благодарностей, поставил цели на день, помедитировал, сделал себе смузи, организовал пару созвонов, сделал об этом много сторис и снял обязательно рилс со смыслом. Ну, я думаю, вы поняли. Честно, я не люблю Инстаграм. Я думаю, это понятно по всему ролику. Платформа получила самые низкие оценки из всех возможных по безопасности для пользователей. Мета долгое время знала о том, какой вред наносит и социальная сеть, и ничего с этим не делала. Обычное приложение с фотографиями превратилось в настоящий феномен, в котором мы постоянно оцениваем друг друга, завидуем и пытаемся казаться, а не быть. Спасибо, что досмотрел это видео до конца. Не забудь подписаться. Дальше больше. Сейчас
сейчас пересматривал этот ролик и понял, что получилось немного мрачновато. Предыдущий ролик тоже был мрачноватый, поэтому, наверное, следующий буду делать что-то более позитивное. И я помню ролик про серотонин, я обязательно его сделаю, там просто нужна большая подготовка, потому что тема сложная, разобрать ее надо прям детально. Вот, не забывайте Telegram, переходите, подписывайтесь, там все самое интересное. Все, всем пока.